То, что у вас есть, то, от чего другие убегают, от чего другие говорят, что это недостатки, вашему дуалу это будет вау. То есть это будет то, что ему нужно. Есенин всегда про отношения, про большую мягкость такую, а Жуков про цели, про выход наверх. Для того, чтобы понимать, как дуализируется эта пара, надо понимать, какие у них ценности. Жуков прекрасен, он умеет командным тоном выдавать приказы, умеет фокусировать, логически все объяснять и давать задачи. И максимальная работоспособность Есенина возможна вот именно в этой дуальной паре. В мире соционики есть мнение, что эта пара максимально приспособлена, да, к выживанию, к жизни в любых условиях. Я Анна Кучина, специалист по психологии личности человека, по соционике. И хочу сейчас разобрать одни из видов взаимоотношений дуальных, а именно пару Жуков и Есенин. Вот есть одна из дуализаций таких, и на их примере расскажу, как вообще сходится пара, как они видят друг друга, как они друг друга узнают, как они знакомятся, как это все работает, почему они притягиваются и почему ссорятся и расходятся в том числе. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите, встречали ли такие пары, это же тоже интересно. Я расскажу об этих социотипах, исходя из того, как люди ко мне приходят на типирование, как они рассказывают о своих знакомствах, о своих супружеских браках, если такие есть дуализации, и об известных типах личности, в том числе, когда мы это все можем проследить, как это происходит в жизни. Итак, для того, чтобы понимать, как дуализируется эта пара, надо понимать, какие у них ценности. Ценности беты достаточно понятные. Это сила, это власть, это ранимые чувства вместе с этим, это стыдно быть слабым, главное быть не последним. Это лидерские очень сильные качества и очень такая большая воинственность, то есть очень большая храбрость. И странно, что и у Жукова, и у Есенина есть эти ценности, то есть эти ценности определяют, в принципе, тип характера. И визуально люди эти совершенно разные. Если мы говорим о Жукове, это, будь это женщина или мужчина, это очень материальный, приземленный человек, понятный, прямой, жесткий, критичный, потому что мы помним, что это негативист, он видит недостатки, видит минусы, и он все подчиняет своей власти. То есть этого человека много, и если вы идете с ним в ресторан, да, он подчиняет своей власти там, официантов, руководителей и так далее. Если вы идете с ним на любое мероприятие, вы знаете, что у вас будет самое лучшее место, потому что в принципе у него есть подчинение, власть и вот деловая хватка такая сильная. И этот человек, соответственно, и выглядит, он умеет себя показать, он имеет какие-то атрибуты, которые подчеркивают его власть, его лидерские качества, лидерские способности. И этих людей, мужчин и женщин, их много в лидерах государств, в лидерах предприятий, на руководящих должностях и так далее, потому что они очень круто вписываются в любую иерархию и такой вот экспансией, можно сказать, таким силовым напором продвигаются. Что мы можем сказать о Есенине? Лирик. И как он выглядит? Он совершенно кажется внешне противоположность, то есть непонятно, как они вообще встречают друг друга, потому что это нежный, ранимый, хрупкий, чуткий человек, который выглядит всегда изысканно, у которого великолепные манеры, который очень нежно общается с другими людьми, умеет строить отношения, держать дистанцию, сближать, то есть который великолепно управляет и взаимоотношениями, и эмоциями своими окружающими, умеет встроиться. Тем не менее, точно так же в любую систему, только имея навык вот этой классной коммуникации и построения взаимоотношений. Пара вообще Есенин и Жуков, давайте начнем с самого начала, как они знакомятся, как они встречаются. Дальше поговорим, как они в бизнесе действуют, там, в быту и так далее. Первое, как они знакомятся. В бете, в принципе, встречают по одежке. Для нас это очень важно, как человек выглядит, как он себя позиционирует. То есть он должен показывать это. Да, вот для нас очень важно это этика эмоций, это этика контакта, она очень экстравертная, да, чтобы показать, кто я в этом обществе, какое место я занимаю. И очень престижно и ценно для нас иметь это общество, быть в этом обществе на достойном месте. Да, точно не внизу, то есть если этот человек и Есенин, и Жуков, да, и другие социотипы квадры бета начали
свою карьеру там из низов, то через какое-то время для них очень важно классно продвинуться. И, соответственно, эти люди так и встречаются. Жукова привлекает вот этот внешний вид, изысканность, манеры, такая душевность, скажем так, Есенина. И Есенина привлекает, опять-таки, внешний вид и умение держать себя в обществе Жукова, что у него все схвачено, что у него все подчинено, что он обеспечивает такую сильную защиту. И если мы посмотрим, как сам маршал Жуков знакомился, например, со своей первой женой Александрой, он спас ее от бандитов, к ней приставали мужчины, и он ее защитил, провел ее домой, так они познакомились, и она стала его первой супругой. Да, то есть достаточно все в стиле этих двух социотипов, потому что Есенин, у него есть запрос на защиту, Жуков дает ему эту защиту, то есть за ним как за каменной стеной, как у Христа за пазухой и так далее. Вот, то есть для Есенина это человек надежный в этом месте, то есть он никогда его в обиду не даст, он закроет все его вопросы. И соответственно, Жукову очень импонирует вот эта ранимость, вот эта незащищенность Есенина, потому что он чувствует, что его сильные качества здесь нужны. Я часто говорю, рассказываю о дуальных взаимоотношениях, что то, что у вас есть, то, от чего другие убегают, от чего другие говорят, что это недостатки, вашему дуалу это будет вау. То есть это будет то, что ему нужно. И если для кого-то агрессивность Жукова слишком, ему говорят, что ты агрессивный, ты очень злой там, и так далее, то для Есенина это то, что ему нужно, то, на что он рассчитывает. Он рассчитывает вот именно на такого человека, потому что он знает ему применение, и он умеет этим пользоваться. Да? То есть вы не умеете его просто готовить. Точно так и по касательно недостатков, например, Есенина. Мы можем говорить, что он слишком ранимый, он слишком в себе, он слишком эмоциональный, чувствительный, он не приспособлен к жизни, мы говорим. Соответственно, для Жукова это максимально желаемый партнер, потому что Жуков так настолько приспособлен, что он может приспособиться за него и за себя. То есть все, что он умеет, его материальное благо, он может это преподнести своему дуалу. То есть он может закрыть его все материальные, хозяйственные вопросы. И забота, которая нужна Есенину, ее есть вдоволь у Жукова. И вот эта тонкая чувствительность, тонкая натура, которая есть у Есенина, это то, что нужно и очень ценится Жуковым. Рассмотрим следующую пару, вот как они знакомились. Как вообще знакомятся они? Хочу сказать, что в взаимоотношениях Есенин всегда берет этот удар на себя, потому что он чувствует, насколько он нравится партнеру, он умеет сблизить эту дистанцию, умеет в нужный момент пошутить, улыбнуться. То есть обычно во взаимоотношениях первый знакомится Есенин, а Жуков уже принимает этот удар, скажем так, этот вызов, потому что мы помним, что Есенин это этик, и у него творческая этика эмоций. Это значит, что она настолько гибкая, настолько эта этика ним манипулятивная, что он умеет познакомиться и создать прекрасные отношения вообще совершенно с любым человеком. И с Жуковым таки подавно. И как знакомятся? Вот у меня на консультации был Жуков, и он долго рассказывает о своем бизнесе, о своем месте в обществе. И в конце я спрашиваю, вообще взаимоотношения какие-то есть у вас? Он говорит, да, кстати, я уже 10 лет женат. И такое удивление у него, то есть в его мире, в принципе, взаимоотношений очень мало, потому что это болевая функция. И я спросила, как он познакомился со своей супругой, а не вот в дуальных отношениях. Он говорит, что он был в ресторане, и ему пришла записка с ее номером телефона, то есть она познакомилась с ним первая. То есть она первая сказала ему «да». И это вообще достаточно стереотипный эталон для этой пары, потому что Есенин первый протягивает руку знакомства, то есть он первый рассматривает, разбираясь в людях, он первый видит человека, который ему подходит, да, и начинает строить с ним взаимоотношения. И Жуков уже на это откликается. Следующий пример, который я хочу рассказать, как знакомятся эти социотипы, это на примере Басты. Вот я типировала Басту в Жукова и смотрела, как они знакомились со своей супругой. Тоже очень интересно. Она подошла к нему в ресторане и первая с ним познакомилась. И то есть они обменялись номерами телефонов. То есть она первая опять-таки проявила интерес к нему. И на что он уже откликнулся. То есть достаточно просто Есенину устроить взаимоотношения, особенно с дуалом. Они не просто
прекрасно строят взаимоотношения, они чувствуют, когда нужно сделать этот шаг. То есть вот эта интуиция времени, из которой состоит Есенин, интуиция времени, этика эмоций и так далее. То есть она предполагает, что он чувствует, в какое время нужно подойти, в какое время нужно пошутить, в какое время нужно сказать человеку да или нет, или сыграть и так далее. И на это все, опять-таки, ведется, на это все есть запрос у Жукова. Он с удовольствием включается в эти взаимоотношения. Таким образом, мы можем подсуммировать, что они встречают друг друга по одежке, и первый берет инициативу в взаимоотношениях на себя Есенин, как этик. И так как он состоит из интуиции и этики, он очень маневренный, он предчувствует отношения, в принципе, он предчувствует их развитие, предчувствует что-то негативное, что может быть в этих взаимоотношениях, может это вовремя ликвидировать, вовремя этими воспользоваться и так далее. И эта пара прекрасно между собой слажена, например, в своей иррациональности. В принципе, в мире соционики есть мнение, что эта пара максимально приспособлена, да, к выживанию, к жизни в любых условиях. И мы, если рассмотрим примеры, например, когда люди уезжали за границу жить, да, в эмиграции там, или какие-то очень жесткие военные действия, еще что-то, эта пара всегда имеет очень большой шанс на выживание, на процветание, потому что их иррациональность, она дает такую сильную маневренность, такое сильное возможность приспосабливаться к любым условиям жизни. То есть вот эти их ценности выживания, ценности силы воли, там, умение держать удар любой, они умеют с этим справляться. Вот эти ценности Спарты, как я говорю, они в какой-то момент умеют довольствоваться малым, хотя любят роскошь, конечно, любят подчеркнуть свои ценности, что они занимают место в обществе, они любят это подчеркнуть, но они могут жить без этого. Соответственно, они прекрасно встраиваются в любую систему, в любую компанию, достаточно быстро там продвигаются. И очень успешно. Жуков всегда очень быстро достигает каких-то лидерских позиций. Есенин тоже, как ни странно, у меня есть из знакомых этого социотипа люди в правительстве и во многих, скажем так, верхушке власти, потому что настолько тонко умеют чувствовать взаимоотношения и настолько тонко они умеют проникать во взаимоотношения вот с сильными лидирующими людьми и подсказывать им, становиться их правой рукой. И действительно, Жукову достаточно сложно без Есенина, потому что у Жукова есть болевая, это этика отношений. Он не чувствует взаимоотношения, он очень резкий во взаимоотношениях, он резко, агрессивно может с кем-то разговаривать, резко рвать эти взаимоотношения. Он не понимает, кто как к нему относится, да, и Есенин в этом очень сильный помощник. То есть он может увидеть, что назревает какой-то конфликт, что его хотят обмануть, что могут быть здесь какие-то неприятности, что этот человек лжет или неправдивые данные говорит, еще что-то. То есть он очень тонко это все чувствует, соответственно, подсказывает это Жукову. И в нашей системе ценностей это очень важная информация, что для ведения бизнеса это нужно. Для, там, в принципе, выживания пары это нужно. И самое главное, такая необходимость. Понятно, что Есенин и Жукова, они закрывают друг друга потребности. То есть для Жукова идеальный человек это такой, как Есенин, потому что он дает ему чувствительность, он дает ему вот эту проявленную ранимость, потому что на самом деле Жуковы могут быть, конечно же, тоже добрые, очень щедрые, и прекрасные люди, и внутри они очень ранимы, но они никогда этого не проявляют. И Есенин, он вот это олицетворение этой ранимости, хрупкости, нежности, и это касается и мужчин, и женщин. То есть он умеет чудесно управлять взаимоотношениями и успокаивать. Мы сейчас подошли к тому моменту, когда становится понятно, зачем вот Есенин существует, зачем Жуков и как они вместе уживаются. Жуков, он очень такой импульсивный, такую большую экспансию он проявляет в мире, большую агрессию. И, конечно, если бы не было Есениных, многие соционики говорят, то наш мир бы уже погиб от его экспансии, потому что они очень такие воинственные, агрессивные, и Есенин его успокаивает, умиротворяет, и благодаря таким взаимоотношениям Жуков может направить вот эти свои лидерские качества в какое-то мирное русло, создавать что-то прекрасное. И эта пара, она чудесна в любой коллаборации, то есть это могут быть семейные взаимоотношения, это могут быть взаимоотношения в бизнесе, когда два дуала, например, работают, это могут быть взаимоотношения руководитель-секретарь,
там руководитель, главный бухгалтер и так далее. То есть люди, которые очень много проводят времени вместе, не обязательно в семье, но обязательно, когда рядом есть. И здесь очень много данных, как сильно повышается работоспособность друг друга, когда они друг с другом взаимодействуют. Тоже расскажу на примере. То есть Жуков, когда взаимодействует с Есениным, он успокаивается и может направить более фокусно свою энергию, свое внимание, свою вот эту страсть. И, соответственно, у него очень сильно повышается работоспособность, он не теряет энергию на ненужные агрессивные какие-то атаки. А как это работает у Есенина? У Есенина, я напомню, что болевая деловая логика, соответственно, ему достаточно сложно делать в принципе какие-то действия. Он все время находится в себе, в каком-то творчестве, в каких-то своих прекрасных проживаниях, своих эмоций. И то, что ему нужна вот эта волевая сенсорика, ему нужно давление, чтобы он начал работать. И здесь Жуков прекрасен, он умеет командным тоном выдавать приказы, умеет фокусировать, логически все объяснять и давать задачи. И максимальная работоспособность Есенина возможна вот именно в этой дуальной паре. Ни в полудуальных, ни в активационных взаимоотношениях этого недостаточно, потому что Жуков, он знает эти точки, и он не ведется на какие-то манипуляции, скажем так, Есенина, касательно нежелания работать, невозможности. То есть он достаточно жестко его направляет и повышает его работоспособность. Что значит жестко? То есть более сфокусированно. Так как у него этики отношений нету, это его слабая сторона, он не ведется в каком-то месте на манипуляцию и может четко ставить задачи, может четко определять какие-то сроки по работе и так далее, и тогда Есенин чудесно это выполняет. То есть они вместе прекрасная пара в плане бизнеса, в плане работы. Если мы будем говорить о том, как их видно в обществе, то есть они всегда прекрасно одеваются, любят различные мероприятия, любят на них участвовать, любят различные традиции, знаки внимания, проявлять уважение к друг другу, к каким-то другим значимым особам и так далее. И в семье воспитываются следующим образом, то есть Есенин он всегда про отношения, про большую мягкость такую, а Жуков про цели, про выход наверх. И как они ссорятся, да, что происходит, как распадается эта пара. Конечно, мне хочется сказать о самооценке, что в системе координат беты очень важно, чего ты стоишь, где ты сегодня находишься. И нереализованный Жуков, у которого заблокирована агрессия, который недостаточно агрессивен, который не умеет, точнее, пользоваться своей агрессией, своей силой и не достигает результатов, нормальному Есенину не интересен. То есть Есенин достаточно быстро сканирует человека на понимание того, чего человек стоит. Точно так и Жуков, он сканирует Есенина, своего партнера, на то, какие у него в принципе амбиции, чего он может достичь в этом мире. То есть они друг друга в этом месте сканируют. И если самооценка у одного или у другого более низкая, то есть эти пары или вообще не встречаются, или достаточно быстро расходятся. Следующее, что мне хочется сказать, это о ранимости и о мечтательности Есенина. Если это не принимается Жуковым, если он это все очень жестко пресекает, да, Есенин фрустрируется, он теряет свою мечту, он очень сильно попадает в какие-то негативные эмоции, начинает мстить, начинает себя вести, скажем так, очень манипулятивно, истерично, и обычно пара в этом месте распадается. Следующее, что может быть, это там, где Жуков, будь это женщина или мужчина, очень жестко держит эти взаимоотношения, он все время контролирует, он становится в позицию мамы или папы, то есть такую жесткую позицию занимает, и для Есенина это невозможно. То есть Есенин свободолюбивый человек, который тоже имеет достаточно сильную волю, характер и умеет этому противостоять, сказать этому нет. То есть на этом пара распадается. Следующее – это инфантильность Есенина. Когда Есенин вообще без Жукова не приспособлен к жизни, когда у него вообще не развиты другие качества, и такие взаимоотношения тоже не развиваются никак, потому что Жукову просто это становится, надоедает, это становится неинтересным. Да? Вот такой вот инфантильный ребенок, будь то мужчина или женщина, им заниматься неинтересно все время решать его финансовые вопросы, и на этом тоже пара распадается, потому что важно, чтобы оба партнера чего-то стоили, чтобы они были на одной позиции.
Что здесь я могу сказать? Следующее, что для Есенина очень важно, да, вот как Жукову, чтобы Есенин умел, да, развивать свои волевые качества, свои сильные, чтобы он занимался какими-то классными проектами или занимал достойное место в обществе, чтобы он умел постоять за себя, а Есенины могут постоять за себя, чтобы он развивал свою вот эту волевую сенсорику, на которую у него есть запрос, и тогда он становится интересен. Точно так и Есенину интересно, когда Жуков не только выполняет свои сильные качества, а когда он становится глубоким таким человеком, когда он проявляет щедрость. Мы здесь можем говорить о состоянии сознания такого прекрасного, о состоянии такого удовлетворения жизнью, когда эти люди находятся на высоком уровне развития. И это очень важно, потому что если хотя бы кто-то из этих людей находится на более низком уровне развития, дуальная пара не состоится. И здесь мы говорим, что тогда дуальная пара это не панацея. Можно выйти замуж или жениться не на дуале, но на человеке, который находится с тобой на одном уровне развития. Следующее, что мне хочется сказать об этой паре, да, помимо того, что у них прекрасная выжимаемость, прекрасная сплоченность, что все, что у них есть, это то, что нужно друг для друга. Как они сходятся, я рассказала, как они распадаются. То есть Есенин, чтобы удержать Жукова, приводится к таким методам, как манипуляция, там, давит на ревность и еще что-то. Жуков, чтобы привести в отношения в норме, он включает вот эти вот захватческие такие навыки, да, то есть навык контроля, навык такой резкости, дерзкости, очень сильно рубит все контакты, начинает контролировать там телефоны и так далее. То есть вот это два момента, в которых они применяют, когда отношения не складываются, такой уже звоночек для вас. В целом эта пара прекрасна, красива. Я хочу сказать пример о мужчине, как он выглядит, Есенин. Это, например, актер Шаломе, который вот снялся в фильме «Дюна» недавно. Очень красивый пример Есенина. Хочу разобрать этот фильм по социотипам. Да, как они выглядят. Они всегда прекрасные, ранимые, они умеют управлять этими взаимоотношениями. И там у него как раз была дуальная пара. Это женщина, девушка, которая ему снилась, в которой он был влюблен. Вот она напоминала Жукова, да, такая очень волевая. И, то есть эта пара работает прекрасно и в одну, и в другую сторону. То есть женщины волевые, им нужна тоже вот эта вот этичность. Да, вот такие прекрасные мужчины, как Есенины. И все взаимоотношения я свожу вот к миссии людей, зачем они здесь, в принципе, какое у них предназначение. И мы помним, что у Есенина предназначение это нести мир, то есть успокаивать вот эти вот сильные вулканы волевой сенсорики, такое прямо извержение этой агрессии, уметь это успокоить и направить в мирное русло, да, нести такой мир, нести приятные взаимоотношения, приятные эмоции. И у Жукова это максимально быстро действовать в режиме непонятных каких-то ситуаций, в режиме сильной конкуренции жесткой. То есть они умеют, когда они сбалансированы, действовать идеально. Таких там в бизнесе, в политике, и для того, чтобы предвидеть какие-то ситуации негативные, им нужен вот этот дуал Есенин. То есть вот таким образом формируется эта пара, таким образом они встречаются, развивают свои взаимоотношения. И могу добавить, есть у меня отдельный эфир о сексе, то есть и здесь точно так же то, что есть у Жукова, это то, что нужно Есенину, и наоборот. То есть вот это волевой захват агрессора и виктимность другого. И вот они здесь в этом месте тоже сходятся. Они сходятся абсолютно на всех сферах. В этом и предполагается дуализация. Максимально комфортные, максимально сладкие взаимоотношения. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии, если у вас такие знакомые или, может быть, вы являетесь ими. До встречи!